Всем привет из весеннего Севастополя. Меня зовут Ирина. В сегодняшнем видео я вам покажу новые распуски орхидей, с нового подростка, новиночку в моей коллекции, и также долгожданное цветение, первое цветение в жизни моего психопсиса. Хочу начать свое видео с новиночки в моей коллекции. Пришла ко мне вот эта орхидейка Pink Lady 485. Это азиатский подросток. Размер довольно-таки большой. Это уже не 2,5, а 3,5. Дело в том, что этой орхидеей я заинтересовалась давно, видела ее в обзорах у девочек. Но вот последний обзор Елена Орхис Хаус из Новокузнецка меня подрастроила. Она показала первое цветение этого подростка, где она процвела без вот этой пилоричности. В этой орхидее должен быть гофрированный край. И вот я теперь буду ждать, будет интрига, как же процветет у меня эта орхидея. У нее, правда, проклюнулся вот здесь цветоносик. Он уже был, когда я ее купила. Но сами знаете, что это ничего не значит. Он может остаться в замершем состоянии. И эта орхидея цвела. Из-за нового цветоноса я думала ее не трогать, так оставить в этом горшочке. Но вот вы видите, есть здесь вот такой полупропавший корешок. И корней не так уж и много, поэтому я мох распушу и переставлю. Не буду вот прям освобождать полностью мох, но распушу на дно керамзит и вот уже дам воздуха корешкам и вот поставлю так. Здесь вот вроде корешки есть, уходят в грунт, но не буду держать уже вот долго в этом стаканчике. Замрет, так замрет цветонос. Посмотрим. Пока она у меня вот так вот стоит, я чуть-чуть пролила, смочила мох. Ну, вот здесь у нее воздух заходит. Такой импровизированная у меня такая постановка, потому что крупный уже размер. 2,5 бы спокойно, конечно, зашел в этот кувшинчик, а 3,5 уже большеватая. Ну так, хорошая орхидея в тургоре. Буду ждать цветения. Перед вами полный распуск очаровательного биглипа. Вот у него вот такое название. Мы просто его называем между собой Galaxy. Действительно, название очень подходит этому цветочку, как звездное небо галактики. Эта орхидея цветет у меня второй раз. Подросток. В 23 году куплена была в размере 2,5. Осенью, в сентябре. Пересажена в ноябре. А в декабре уже орхидея дала цветонос и процвела 3 месяца. Сейчас орхидейка выпустила цветонос чуть позже, уже в этом году. И вот цветет перед вами в полном распуске. Вот такая сейчас корневая. Закрытая система посадки. На дне керамзит, кора, мох. За год, получается, да, за год и несколько месяцев орхидейка
очень хорошо нарастила корешки. Вот розеточка, новый листик. Вообще это не проблемная орхидея, никогда не давала сбой. В отличие, я знаю, от представителя этого сорта голландского происхождения. Вот с той орхидеей я знаю, уже которые девочки покупали цветущей, она очень часто бросалась корнями, загнивала и часто пропадала. Варианты азиатские совершенно не проблемные в уходе и по здоровью, имеет более хороший иммунитет. Вот такие цветочки я остановила, потому что они в свободном полете. Каскад не закреплен, колышется. Видите, только раскрылся последний цветочек, у него наполнение более розовое. Потом цветочек увеличится в размере, и вот уже более видны будут четче крапинки. По размеру цветочек 8 сантиметров. Перед вами мой долгожданный красавчик, которого я ждала цветения 3 года от момента покупки. Это Психопсис Mariposa Twins. Купила я эту орхидею в размере 1,7 в июне 2021 года. Это был маленький такой подросток. Непонятно, где у него, как говорится, голова, где ножки. Так как я впервые столкнулась с этим видом орхидей, я вообще ничего не понимала. Мне дали какого-то сморщенный комочек размером со спичечный коробок. И в таком маленьком стаканчике и набитый мох такой, твердый комочек мха пересушенный. Со временем орхидейку я отпоила, округлились у нее бульбочки, появились новые корешки, а осенью появился и новый ростик. Как сказала продавец, я ее, вот вы видите, в стаканчике, обмотала мхом и посадила. Это ее была первая посадка у меня. За полгода орхидейка вот наросла корешками, появился ростик, увеличилась довольно-таки прилично, увеличилась в размере растения. И на канале видео, который вот откуда я беру эту запись, где я пересаживаю орхидею в феврале 2022 года. Так и называется пересадка орхидеи Психопсис. Разобрала я мох от корешков без фанатизма. Вот сколько основную массу сняла, а вот между корешками они у него такие тоненькие, не стала сильно тревожить, чтобы не повредить. Взяла горшочек из размер 0,8 литра, на дно керамзит и кокосовое волокно. Тогда я еще практиковала кокосовое волокно, но потом отошла от него, потому что быстро перепревает. Буду пересаживать потом Психопсис, посмотрим. И вот усаживаю орхидейку. Для посадки я взяла орхиату, не крупную, мелкой фракции. Она пошла на кокосовое волокно тонким слоем. А сам грунт я взяла кору из вот фирмы, еще продавались, помните, Эффект.
эффект грунт для вот карликовых, молодых орхидей, мини. Здесь получается очень мелкая кора. Ну, там есть еще входил в состав этой смеси и уголь, мох, циолит. Ну, они разные продавались, вы знаете, кто уже давно занимается. Засыпала мелкую кору, вот циафлору добавила, как влагоемкий компонент грунта. Еще раз слой коры и потом слой мха. Психопсисы любят такой вот вогкий, увлажненный грунт. То есть они не любят и сильно влажно, и длительные просушки также. Конечно, эта орхидея, уже по моему опыту, она очень выносливая. Было у меня всякое. И просушивала ее чрезмерно, и заливала, может, где-то. Очень ну, неприхотливая орхидея у меня. Росла она у меня всю свою вот жизнь у меня, она росла на подоконнике под естественным освещением. И зацвела, вот как я уже говорила, через 3 года от размера 1,7. Возможно, если вы купите побольше малыша, 2,5, цветение у вас будет раньше. Сверху вновь мелкая кора. И у меня был торф, тоже с какого-то вот грунта, пакетик. И я еще сверху, смотрите, присыпала небольшую щепотку торфа. Я сейчас прослушала видео и вспомнила, что Ирина из «Уютных орхидей» в то время советовала добавлять щепотку торфа грунтам вот отечественного производителя, чтобы не плесневела кора. Вот орхиата не обладала такими плохими качествами, а вот эта кора, которая вот продавалась, бывало покрывалась плесенью. И вот как вариант, способ предотвращения плесени, она добавляла щепотку торфа. И я вот училась как раз и также следовала ее советам. Добавила и волокно кокосовое, как воздушную подушку на дно горшочка, и вот торф. Давайте посмотрим спустя 3 года. Конечно, горшочек водорослями покрылся, но видно, что корешочки вот есть. Поливаю я методом пролива с оставлением воды в уровне дренажа. В принципе, результат хороший. Вот такая уже розетка разрослась. И зацвела орхидея. Я тогда спросила у Петра, вы знаете, есть канал Петр, у него тоже есть психопсисы. И тогда я ему задала вопрос в комментариях, через сколько он у меня зацветет. Так-то и так-то, такой-то подросток. Он мне так и написал, через 3 года. Еще есть особенность цветения у меня, что цветонос выпустила орхидея в октябре прошлого года. То есть вот он рос целых 6 месяцев до распуска. Очень все долго делал. И ростики вот выросли. Я подумала даже, что это вторые цветоносы, когда только проклюнула. Вот эти вот росточки оказались новые. И вот он рос, где-то замер немножко, потом опять пошел. Я даже переживала, чтобы все-таки
я увидела это цветение. Открывал бутон он так все нехотя, медленно. Так что вот такой у меня смешной, оригинальный человечек. Еще одну орхидейку, вернее не одну, а представительниц одного сорта хочу вам показать. Это красавицы нежные Хатуюки. Купила я эти орхидеи в июле 2023 года в Амхе. Это азиатские подростки в размере 1,7. Осенью в ноябре пересадила вот в одно кашпо. Обычная мне посадка, керамзит, кора, немного мха. И получается этой посадки 1,5 года. После пересадки в феврале дала первая орхидейка. Вот видно, что вот эта орхидейка посильнее, это чуть слабее, поэтому и цветоносы у нее подлиннее, побогаче, у той чуть меньше. Я подумываю их рассадить даже, потому что явно будет одна из них доминировать. И процвели эти орхидеи 3 месяца. Получается, середина марта, середина июня. Отдохнули лето и осенью вновь выпускают цветоносы. Получается второе цветение за год. И цветут также 3 месяца, включительно декабрь. Потом орхидейки отдыхают и в феврале снова выпускают цветоносы. Вот такой калейдоскоп цветения орхидей Хатуюки. Одним словом, цветуньи любят орхидейки подцвести. Могут доращивать свои цветоносики. Чуть позже я купила себе в коллекцию Хатуюки Пинк, розовая Хатуюки. И вот она также дала маленький цветоносик после пересадки. И вот посмотрите, какие красивые нежные орхидейки, бабочки перед вами. Хатуюки вообще сама нежность с прекрасной неоновой губой, и у нее такое сиреневое напыление на лепестках, видите, на просвет. Она розовая и светится под лампой прям неончиком. И здесь очень нежный сиреневый цвет у орхидеек. Такая губка тоненькая, длинная. Красавица. И чуть не забыла вам показать орхидейку, вот эту красавицу, бабочку под названием Бинти. Я ее купила год назад, в феврале 2024 года, и из частной коллекции у нас в городе Севастополе. Вот, девочка продавала цветущую. У нее был разветвленный цветоносик, состояние было хорошее. И тогда она у меня процвела около 2 месяцев и отцвела. Я ее пересадила вот, в двойной горшочек. Уже есть воздушные корешки, надо будет пересадить, как отцветет. Поэтому много о ней я не могу ничего сказать, сколько по продажности цветет, потому что она уже была цветущая. Но вот сейчас показываю уже мое домашнее цветение. Вот такая яркая, сочная красавица. Она немного темнее, чем на видео. Немножко свет осветляет ее камера. Цвет немножко гуще.
Но она мне нравится. Она такая позитивная, красавица, с такими крылышками, направленными к тебе, тянет свои ручонки. И на этих красоточках я буду заканчивать свое видео. Спасибо большое за внимание. Всех я поздравляю с великим праздником Пасхи. Самое главное, я желаю вам здоровья. Здоровья вам и вашим родным, близким. А я говорю вам до свидания, до новых встреч, до новых видео.